Что приходит на ум при слове хрен? Баночка супермаркета с надписью «Хрен». Его кушают как пикантное дополнение к мясным блюдам. А между тем листья и корень хрена помогают и противостоят развитию рака, выводят именно лишние соли из организма, помогают сердцу и сосудам. И это еще не все. Хрен полезен при диабете, при остеохондрозе, при подагре, при онкологии, при бронхите, для суставов, для волос, для сердца, для мужского здоровья. Также хрен оказывает очень сильное бактерицидное действие. Лечебный эффект хрена объясняется в том числе витамином С, который уплотняет кровеносные сосуды и стимулирует бронхи избавляться от слизи и ускоряет выздоровление от инфекций. Фитонциды также отвечают за его бактерицидные свойства, почти такие же, как и у чеснока и лука. В нем также много витаминов группы В, необходимых для правильного метаболизма, и фолиевой кислоты, необходимой для построения здоровых клеток крови. Однако ключевым элементом хрена являются глюкозинолаты, такое вот слово хитрое. Кроме того, что они поддерживают борьбу с инфекцией, они также придают хрену противораковые свойства. Как же лучше всего кушать хрен? Лучше всего выкопать его из огорода и натереть корень самостоятельно, а не покупать в магазине готовый тертый хрен, так как в нем может оказаться куча ненужных, а скорее даже вредных добавок. Можно добавлять в тертый хрен лимонный сок, чтобы он не потемнел и не окислился. Если мы хотим смягчить вкус, мы можем смешать его с сыром для бутербродов или использовать в качестве ингредиента для заправки салата. Также хрен следует добавлять к трудно перевариваемым блюдам, так как он облегчает их переваривание. Обычно в кулинарии используют только корень хрена, но листья также могут быть очень полезны. А многие пищевые продукты с коротким сроком годности, такие как свежая рыба, мясо или колбасы, останутся свежими дольше, если их завернуть в листья хрена. Эфирные масла, выделяемые хреном, отпугивают вредителей, поэтому когда-то его высаживали между грядок. Кому же следует быть осторожным с хреном? Из-за того, что он оказывает раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт, к сожалению, люди, имеющие повышенную чувствительность кишечника и желудка, изжогу, будут иметь проблемы с ним. Он стимулирует желудок к более интенсивной работе, поэтому может вызвать определенную боль у людей с пораженным пищеварительным трактом. Также хрен не рекомендуется людям, которые испытывают проблемы с почками, поскольку хрен стимулирует большую фильтрацию. Таким людям лучше подходят компрессы из хрена. Такое употребление корня хрена рекомендуется в основном пожилым людям и тем, кто испытывает проблемы с ревматизмом. Он может успокоить боль за счет усиливающегося кровообращения, так как кровь течет быстрее в данной области. Практически это горчичники, другим словом. Также хрен полезен при подагре. Подагра относится к заболеваниям суставов, потому что именно там больше всего скапливаются ураты. Это соли мочевой кислоты. Как следствие страдают кости, связки, почки, печень. В борьбе с этим сложным заболеванием используют корень и листья хрена. Самое лучшее их применение – это наружное, когда на пораженные места наносится листовая часть или делаются примочки из, кажется, корня хрена. Употреблять внутрь допускается очень небольшое количество перетертого продукта, где вкусовые
приправы, такие как сахар и уксус, лучше заменить на мед или несколько капель лимонного сока. Хрен также полезен при остеохондрозе. Благодаря полезным свойствам и легкому прогревающему воздействию на организм, хрен используют для лечения остеохондроза вне стадии обострения. Это могут быть как компрессы, так мази, настойки и даже ванны с хреном. Компрессы с хреном. Как делается? Берется промытые, обработанные листья, которые накладываются на больные места на достаточно продолжительное время. Мази из хрена. Мы берем измельченные листья, а также корень хрена и заливаем льняным маслом. Все это настаивается около недели, и затем состав наносится на пораженные области. Как же делается настойка? Хрен смешивают с медом, заливают водой и настаивают 3 дня. Рецепт используется не только при остеохондрозе, но и при мочекабельной болезни. Ванны с хреном. Для этого заваривают листья хрена, настаивают их и добавляют в теплую ванну. Если говорить об онкологических заболеваниях, в первую очередь необходимо сказать о составляющей хрена пероксидазе. Даже не выговорю, это вещество, способное разрушать раковые клетки. Именно это вещество способно бороться с метастазами в печени, легких и других органах. Для этого из хрена делают настойки и ингаляции. Хрен также полезен при бронхите. Хрен обладает антибиотическими свойствами, поэтому его используют при лечении бронхита, простудных заболеваний, синусита. Для этого берется измельченный корень и смешивается с медом. Нектар слегка нейтрализует остроту кашицы. Состав отлично разжижает мокроту, успокаивает кашель, освобождает дыхательные пути и, как следствие, губит возбудителей болезни. Для лечения суставов при артрозе широко используются листья и корневища хрена. Они обладают противовоспалительным действием, быстро купируют воспалительный процесс, а витамин С стимулирует антиоксидантное и иммуностимулирующее действие. Эфирные масла пресекают болевой синдром, повышается эластичность хрящевых тканей, нормализуется кровообращение, улучшаются метаболические процессы. Как и все острые продукты, это горчица, лук, имбирь, хрен действует согревающий на эпидермис. Полезное действие сока хрена при выпадении волос. Кровообращение в коже головы улучшается, волосяные луковицы просыпаются, хорошо впитывают полезные вещества, локоны укрепляются, рост их, как следствие, увеличивается. Также хрен очень полезен для сердца. Целый ряд нутриентов положительно влияет на сердце и сосуды человека. Чуть-чуть я сейчас все перечислю. Вот, к примеру, витамин ПП преобразует жир в положительную энергию. Магний укрепляет сердечную мышцу, нормализует ритм. Витамины группы В понижают холестерин, расширяют сосуды, предотвращают развитие атеросклероза. Эфирные масла, ядреные эфирные масла улучшают эластичность сосудов. Витамин Е насыщает сердечно-сосудистую систему кислородом. Калий помогает переносить кислородный недостаток, снижает риск инфаркта и инсульта. Витамин С повышает стойкость иммунной системы. Сейчас для мужчин. Для мужского здоровья хрен является отличным афродизиаком и положительно влияет на потенцию. Вот несколько лечебных свойств корнеплода для мужчин. Хрен стимулирует кровообращение в органах малого
таза, улучшает эрекцию, увеличивает продолжительность интимной близости, что тоже немаловажно. Кстати, такое же действие на организм оказывает упражнение Вильгельма Райха, которым я делился совсем недавно на своем канале. Ссылку на видео я оставлю в описании и в конце вот этого ролика. Также противомикробные и антисептические свойства блокируют заболевания мочеполовой системы. Хрен борется с проявлением простатита. Пока я не начал изучать полезные свойства хрена, я применял его с детства в виде дополнения к мясным блюдам. В нашей семье есть рецепт хрена, который передается по наследству. Если в комментариях будет достаточное количество плюсиков, ваших плюсиков, то я поделюсь этим сокровенным рецептом. А затем у меня вошло в традицию париться в бане со свежесорванными листьями вот этого прекрасного растения. Эффект просто волшебный в бане. Потом я потихоньку начал добавлять молоденькие, самые молоденькие листья хрена в салат, что тоже очень сказывается на здоровье. Буду рад, если вы поделитесь своими рецептами, применениями этого прекрасного лекаря из нашего огорода. Возможно, ваш комментарий поможет другим людям, которые будут читать комментарии. А пока что я предлагаю вам узнать, какую мощную помощь для здоровья дают нам крапива, сныть и одуванчик. Ссылка на эти видео появится в конце ролика, и также я прикреплю в описании. Дорогие друзья, я очень рад, что я открыл для себя этот замечательный дикорос. Я его называю дикорос, который растет абсолютно неприхотливо, скромненько в нашем огороде, но тем не менее я только что перечислил волшебное свойство, которое он творит с нашим организмом. Самое главное, мне кажется, во всем соблюдать меру и с уважением и с некой долей почета относиться к тому, что растет возле нас. Я говорю про матушку природу, которая, как бы мы ей ни вредили, как бы мы ни старались подстроить под себя, она с великой щедростью дарит нам и нашему здоровью все необходимое, что только может дать. Поэтому я рад, что природа ведет меня по пути ознакомления с этими дикоросами, и потихоньку я делюсь с вами. Спасибо вам за внимание. Желаю вам крепкого здоровья, прекрасных жизненных сил, ощущения нужности в этом мире и то, что вы нужны кому-то. Счастья, здоровья, до встречи. Пока-пока.